Привет, ребят! Сегодня немножко необычный выпуск, а все потому, что я нахожусь на том месте, где я первый раз записала свое видео для этого YouTube-канала. Да, я нахожусь в Буэнос-Айресе, и кто смотрел мои приветственные видео, знает, что именно отсюда зарождался мой блог. Но так случилось, что потом, после записи первого видео, мне пришлось срочно уехать, и эта идея была поставлена на паузу. Поэтому сегодняшний выпуск будет немножечко в другом формате. Я поделюсь, что, на мой взгляд, поменялось здесь, в городе, за эти 2 года. И, конечно же, погуляем по моим любимым местам. Возможно, вам они тоже пригодятся, если вдруг вы захотите посетить этот город, либо когда-то здесь так же, как и я, жили, ну и сейчас иногда наступает ностальгия, скажем так. В этом году же Жакаранда как будто зацвела немножечко позже, поэтому сейчас, в декабре, еще, в принципе, можно ее встретить, не вся опала. Птички уже вовсю, можно сказать, по-летнему чирикают. И 21 декабря здесь официально начнется лето. Если говорить кратко, то, на мой взгляд, кардинально не поменялось ничего. Мне кажется, это в целом свойственно людям, аргентинцам, как будто бы, ну и Латинской Америке это присуще вдвойне. И неготовность к каким-то большим изменениям, то есть все так же не спеша пьется мате, либо кофе утром, все так же не спеша делается работа и так далее. Мне кажется, это вот такой вот какой-то пофигизм, он в принципе присущен этим местам, и поэтому вот кардинально, так сказать, что вот очень какие-то большие изменения, я такого не заметила. Люблю этот парк, особенно когда цветет жакаранда. Здесь как-то волшебно, вот эта зеленая сочная трава и черные такие стволы у деревьев. Мне очень нравится. Конечно же, все равно изменения есть, особенно так на контрасте. А я, получается, уезжала, когда только сменился президент, и основная жаришка, скажем так, пошла после этого. Ну, во-первых, это цены. Цены действительно поменялись. Я бы сказала, в некоторых аспектах жизнь здесь даже будет подороже, чем в Европе. Вообще центр, Ретиро — одни из любимейших моих районов. Там потрясающая архитектура, но они не такие безопасные, как спальные районы в виде Уркисы. И там, конечно, погрязнее будет, но именно в части какой-то культурной программы, на мой взгляд, они просто потрясающие. И, пожалуй, второе большое изменение, которое непосредственно касается приезжающих сюда людей и желающих получить паспорт, уже как раньше, так быстро получить не получится документы. То есть если ребенок по праву рождения их получает достаточно быстро, то вот уже родителям придется здесь пожить, подождать минимум 2 года безвыездно. Прошлая история по поводу быстрого получения ПМЖ сейчас не работают. Нужно запастись терпением и уже здесь играть в долгу, если действительно хочется получить гражданство Аргентины. Близится Рождество, поэтому вовсю уже продают пандульсы, в простонародье куличи. В принципе, куличи здесь продают круглогодично, но к Рождеству их становится как-то побольше, они более такие интересные, красивые, всякие там с орешками, с украшениями. Бабулечка сделала комплимент по поводу моей юбки, сказала, что очень все красиво. В этом смысле никаких изменений не произошло, все так же аргентинцы всегда делают комплименты по поводу, без повода, все очень красиво, все очень дружелюбно, но как минимум вот так вот внешне они очень такие позитивные, открытые. Поэтому если есть цель быстрого получения гражданства не только для ребенка, но и для всей семьи, я бы сказала, что Аргентина сейчас как будто бы не самый лучший выбор, лучше присмотреться к соседним странам. А если есть желание именно переехать, осесть, здесь обосноваться, то я считаю, что это до сих пор очень хороший вариант. Здесь действительно такая теплая атмосфера, и если есть заработок вне Аргентины, достаточно хотя бы среднего, то это еще хорошая страна для этих задач. Очень люблю Аргентину, люблю Буэнос-Айрес. Здесь происходили какие-то такие жизненно важные изменения в моей жизни, поэтому сегодня мы с вами гуляем и в некотором смысле ностальгируем вместе. Я в этот приезд в Буэнос-Айрес всего лишь турист. Оставаться здесь надолго, к сожалению, не планирую. Очень, как я сказала, обожаю этот город, но немножечко ритм жизни здесь мне все-таки не подходит. Мне нужны более такие энергоемкие города, скажем так. Поэтому Буэнос-Айрес для меня остается таким местом, теплым домом, куда я всегда могу вернуться. Мы с вами переместились в соседний район, в Реколету. Здесь поспокойнее, чем в центре. Прямо за мной известная достопримечательность, а именно кладбище, очень популярное место. Насколько я читала, оно входит даже в наследие ЮНЕСКО. Какие-то изменения с
захоронениями, там производить целая тоже история. Ну и одно из мест, которые любят туристы, туда собираются целые туристические группы. Действительно, есть на что посмотреть. Склепы, просто какие-то архитектурные достояния. Пользуясь случаем, нельзя не зайти в это место. Это бренд «Мамушка». На мой взгляд, один из достойнейших брендов шоколада. Мой любимый вкус — это шоколад с клубникой. Это просто отвал всего. Обязательно начните с него. Я уверена, вы не пожалеете, даже если вы, как и я, любите классический горький черный шоколад. Символика этого бренда выбрана матрешка. Почему так произошло, я рассказывала в своем телеграм. Обязательно заглядывайте, подписывайтесь. Все ссылочки на мои соцсети прямо под этим видео. Одно из моих любимейших мест, и мне кажется, лучшее для созерцания жакаранды. Главное условие — нужно приехать в ноябре. А если хотите наверняка застать цветущую жакаранду, то это, скорее всего, вторая половина ноября. В декабре уже вот сейчас большая часть жакаранды отцвела, но тем не менее еще, как вы видите, она есть. Но совсем другая погода, уже сегодня практически 35+, поэтому, конечно же, для посещения города, я максимально в этом уверена, самое лучшее время года — это ноябрь. Такие вот контрасты Латинской Америки, здесь тоже в Буэнос-Айресе это можно видеть. Буквально небольшая черта и абсолютно два разных района, две разные истории. Жакаранды в этой локации растут вдоль всей дороги. И, конечно, когда они в самом буйстве своего цветения, то очень красиво смотрится. Со мной однажды случился такой опыт. Я абсолютно случайно зашла в эти трущобы, сама того не осознавая. Как так получилось, я тоже рассказывала у себя в Телеграм, поэтому ненавязчиво напоминаю, заходите, подписывайтесь, мне будет безумно приятно. Известный парк неподалеку, тоже люблю это место. Сегодня почему-то он закрыт, проводятся какие-то работы. Видно, что вот рабочие прибирают территорию. Справедливости ради, что касается цен, когда я уезжала, здесь была такая история, большая разница между черным курсом и белым курсом, поэтому все пользовались обменниками. Сейчас в этом смысле все упростилось. Конечно, это не может не радовать. Курс практически одинаковый, поэтому нет смысла бежать, искать обменники. Аэропорт внутренний находится в черте города, и поэтому слышно, как летают, и видно, как летают самолеты. Завершая про цены, то, что не может не радовать, и то, что действительно заметно, это скорость изменения цен. То есть если раньше это была такая история, что в понедельник ты приходишь, платишь за какие-то продукты одну стоимость, то к концу недели это может просто быть x2, потому что большая инфляция, там была порядка 200 плюс процентов в год. Сейчас инфляция притормозилась, и, насколько я читала, что сейчас Аргентина стоит наравне с Турцией по уровню инфляции. Такой небольшой влог получился, очень мне радостно, кто досмотрел до конца и смог разделить со мной этот момент. Ставьте, пожалуйста, лайки, звоночки, колокольчики, пишите в комментариях, чем вам нравится Аргентина, или почему вы хотели бы сюда вернуться снова, или в принципе хотите сюда приехать как турист, или в плане продолжительного времени проживания. Все, ребят, пока-пока. Увидимся. Обняла, приподняла. Пока.